Всем привет, с вами Фуза, и вы на канале Pinball Russia. Как вы видите, в кадре Иван, а значит нас ждет рубрика «Минивенные новости». Мы едем на транспортную компанию забирать очередную нашу покупку, поэтому заваривайте чай и кофе, берите всякие вкусняшки, а мы в дороге и едем забирать наше новое приобретение. Погнали! Кто там? Итак, мы забрали нашу покупку. Это пинбол Сопранос. В принципе, он не в очень плохом состоянии, поэтому сейчас мы его везем на наш подвальчик, где я вам более подробно покажу. Кстати, кто угадает, за сколько мы его купили, получит 500 рублей на мобильный телефон. Поэтому предлагайте ваши варианты в комментариях. Итоги подведем на нашем следующем стриме, который будет на следующей неделе. Пес. Что скажете? Я собрал наш автомат, прикрутил к нему ноги, и сейчас мы попробуем его запустить. Я снял специальное стекло, чтобы вам было лучше видно состояние поля, ну и в целом посмотрим, как он выглядит. Это не первый мой Сопранос, это уже, по-моему, четвертый, который лично я покупал. Значит, по состоянию здесь, в принципе, все хорошо. Единственное, ржавчина на вот этих вот штучках, я не знаю, как по-русски это сказать, по-английски они называются flaps. Они ржавые, и их нужно будет заменить. Ну, поле, как бы видите, вы грязное, ну, это все вымывается. Самое главное в Сопраносе, то, что вот эти вот девчонки целые, потому что их очень сложно достать. Каждая такая штука стоит где-то по 400 баксов, их очень тяжело найти. В общем, какое-то такое состояние у него. Естественно, он грязный, естественно, тут есть какие-то проблемные места, но это все делается, это все можно починить. По состоянию он даже, в принципе, между тройкой и четверкой, даже ближе к четверке. Давайте покажу кабинет или корпус. Вообще, как бы все называют кабинет, поэтому я буду вас учить правильно все это называть. Итак, самое главное... Ой, сейчас секундочку камеру поверну. Вот эта вот дверь. В России очень большая проблема с тем, что люди, когда покупают и ставят их в коммерческие места, они варварски врезают туда монетоприемник. Но здесь у нас как бы все классно, и монетоприемник тут не встроен. То есть дверь в хорошем состоянии. Давайте другую сторону покажу. Как бы по корпусу все более-менее нормально. Ну, единственное, вот здесь протерто. Но это, в принципе, можно либо подкрасить, либо как-то подмазать, потому что корпус в целом весь черный. Естественно, белые вот эти вот лица, они немножко пожелтели. Но как бы все... очень даже неплохо. Давайте я его попробую включить и посмотрим, что у нас будет. Так, нужно открыть дверь. Дверь открыли. Сейчас он загрузится. Все проверит. Там нет батареек, скорее всего, поэтому он просит открыть дверь. Итак, ждем. Да, все, без проблем. Пожалуйста. Экран оригинальный, газоразрядный, рабочий, без всяких полосочек, косяков, то есть экран вообще суперский. По полю давайте, в принципе, глянем, все работает, как бы по лампочкам, да, опять же, катушки надо проверять, но более-менее. Так, я попробую запустить игру и посмотрим, что у нас получится. Сразу убавлю звук. Так, добавили кредит. Где у нас там чик? Мне одной рукой неудобно играть, к сожалению, но флипперы работают. Все как бы работает. И, естественно, нужно кое-что поменять. В целом, окей. Это очень клевый автомат, не знаю, многие его почему-то не любят, но он мне очень нравится. Клевый геймплей, я о нем попозже чуть-чуть расскажу. А сейчас давайте посмотрим, что в голове у этого автомата, поскольку ключи не работают, точнее не открывают. Я попробовал ключи от различных пинболов, и они не открыли этот замок, поэтому сейчас мы просто его снимем и посмотрим, что находится у него внутри. Я еще не открывал, поэтому сам не знаю, что там.
Итак, давайте снимем стекло и посмотрим, что находится внутри. Снимается оно вот таким вот ключиком, это звездочка с отверстием внутри. Скручиваете шурупчики и получаете доступ к содержимому. На самом деле это большая проблема, потому что в России, как правило, все, кто продает пейнтболы, у всех проблемы с ключами. Снимается все достаточно просто, таким вот образом, и получаете доступ к тому, что находится у нас внутри. Вот так вот у нас выглядит автомат внутри. Как вы видите, батареек здесь нет, и это хорошо, потому что, как правило, батарейки текут, и вот этот вот участок на плате может повредиться, придется восстанавливать дорожки, а это очень все трудозатратно и долго. В целом все более-менее окей, тут, правда, очень много паутины, не знаю, видно вам или не видно. С платой процессора все хорошо, никаких тут следов я не вижу, что кто-то что-то колупал. Плата питания дисплея и основная плата питания всех компонентов на поле. Тут вроде бы как даже все очень хорошо, как я вижу, даже транзисторы все родные, то есть с катушками, скорее всего, проблем нет. Давайте теперь покажу, что находится под полем у этого пейнтбол-автомата. Под полем, в принципе, все тоже неплохо. И даже, в принципе, катушки тут все рабочие должны быть, судя по их виду. Он не такой грязный, как обычно приезжают пейнтболы. Вот, поэтому я думаю, что в целом все должно быть окей. Здесь вот моторчик, который вращает девчонок на шестах. Не знаю, работает он или не работает, но, как правило, резинку эту нужно поменять. Внутри более-менее все нормально. Нужно, естественно, почистить, потому что грязи тут очень много. Но в целом, как бы, состояние у него очень даже хорошее. Обязательно будем его чинить, ремонтировать и восстанавливать. Итак, это была рубрика «Минивенные новости». Я показал вам наш новый автомат Сопранос и состояние, в котором он к нам приехал. Мы будем его обязательно реставрировать, ремонтировать в наших следующих роликах. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, нажмите на кнопку подписаться и на колокольчик. Если видос вам понравился, поставьте пальцы вверх. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях. И я напоминаю, что вы можете выиграть 500 рублей. Первый, кто угадает, за сколько мы его приобрели, получит 500 рублей на мобильный. Только пишите нормальные варианты ответа, там типа 1000 рублей, 1500 рублей, 10 500 рублей, ну и так далее, чтобы можно было как-то объективно выбрать победителя. Результаты подведем на нашем следующем стриме, который будет в следующее воскресенье в 19:30 по московскому времени. Будем играть в Симпсонов, мы его привели в порядок, так что он не должен лагать и все должно работать. Поэтому ждем всех на стриме, всем спасибо за просмотр, увидимся на следующей неделе. Пока!